Представьте себе Землю, замороженную на глубину в 1,5 километра. Твердую, как гранит, холодную, как космос. Землю, которая не видела солнечного тепла и не вдыхала кислород сотни тысяч лет. Мы привыкли называть это вечной мерзлотой. Само слово «вечное» давало нам ложное, предательское чувство безопасности. Мы думали, что это самый надежный сейф на планете. Что все упавшее в этот лед, будь то древние бактерии, вирусы, трупы животных или гигатонны парниковых газов, осталось там навсегда. Заперто в криогенной тюрьме строгого режима, ключи от которой природа выбросила в океан времени. Мы построили на этом льду города, проложили стратегические газопроводы. Мы были уверены, что Северный Сфинкс будет спать вечно. Мы фатально ошибались. Сфинкс проснулся, и он голоден. Прямо сейчас в сердце Восточной Сибири, в Верхоянском улусе Якутии, происходит геологическая катастрофа библейского масштаба. Местные жители с суеверным ужасом называют это место вратами в ад. Земля разверзлась. Гигантский провал, похожий на незаживающую рану от удара космического молота, растет с пугающей скоростью, пожирая вековой лес, дороги и священные холмы. Но самое страшное не то, что Земля проваливается в тартарары. Самое страшное – то, что выходит из этой земли. Из черной, зловонной, тающей грязи поднимаются тени прошлого, существа, которые бегали по тундре, когда люди еще жались в пещерах Европы. И болезни, от которых у нас нет и никогда не было иммунитета, потому что наша иммунная система забыла их десятки тысяч лет назад. Прежде чем мы перейдем к сути, хотели бы попросить вас о небольшой поддержке. Лайк и подписка будут лучшей благодарностью за наш труд. Спасибо. В 2016 году ночной кошмар эпидемиолога стал реальностью на полуострове Ямал. Аномальная жара растопила лед, державший землю в оковах. На поверхность вышли споры убийцы, который спал в земле 75 лет, сибирская язва. Она убила ребенка, отправила в инфекционные боксы десятки людей и уничтожила целые стада оленей. Но это была лишь репетиция, предупредительный выстрел природы. Сегодня мы начинаем глобальное расследование того, что на самом деле скрывает сибирский лед. Мы спустимся на дно кратера Батагайка, где слышен треск рвущихся корней. Мы войдем в стерильную зону лаборатории, где ученые пытаются клонировать древнюю лошадь, используя жидкую кровь возрастом 42 тысячи лет. Мы посмотрим в микроскоп на вирус-гигант, выживший в темноте 300 веков. Мы увидим червей, оживших после 40 тысяч лет сна. Приготовьтесь. Лед тронулся, и он несет нам не весну, а биологическую угрозу планетарного масштаба. Наше расследование начинается в точке с координатами 67 градусов северной широты. Верхоянский район полюс холода северного полушария. Зимой температура здесь падает до минус 60, выдыхаемый воздух превращается в ледяную пыль, а сталь становится хрупкой, как стекло. Но летом здесь происходит нечто не укладывающееся в голове. Посреди бесконечной зеленой тайги зияет дыра. Спутниковые снимки показывают объект, похожий на гигантского ската, вгрызающегося в землю. Это не метеоритный кратер и не вулкан. Это термокарстовый провал, самый большой на планете Батагайский кратер. Размеры монстра поражают: километр в длину, 800 метров в ширину, почти 100 метров в глубину. Это высота 30-этажного небоскреба, ушедшего под землю. Если встать на край, видны слои почвы, формировавшиеся 200 тысяч лет. Это открытая книга истории Земли, но эта книга горит. Началось все с ошибки человека, с эффекта бабочки. В 1960-х здесь вырубили часть леса. Деревья создавали тень, их корни держали почву как арматура. Когда лес исчез, солнце начало нагревать темную землю. Ледовый комплекс Едома, лежавший там со времен мамонтов, начал таять. Почва просела. Сначала это был овраг, но процесс стал цепной реакцией. Стены кратера рушатся каждый день, издавая глухой утробный гул.
Кратер растет со скоростью до 30 метров в год, двигаясь как живое существо. Ученые, спускающиеся на дно, чувствуют тяжелый сладковатый запах разложения и метана. Это гниет органика, замороженная тысячи лет назад. Из стен кратера выходят свидетели прошлого: бивни мамонтов, кости шерстистых носорогов, туши древних бизонов. Для палеонтологов это Эльдорадо, для климатологов – катастрофа, а для вирусологов – зона биологической опасности высшего уровня. Батагайка – это вскрытый могильник планеты, закрыть который уже невозможно. Чтобы осознать угрозу, перенесемся на 2000 километров на запад, на Ямал. Лето 2016 года. Аномальная жара до плюс 35 градусов в тени превратила тундру в доменную печь. Активный слой мерзлоты, обычно оттаивающий на 50 сантиметров, протаял на 2 метра. На поверхность вышло старое кладбище оленей 1941 года. Август 2018 года. В том же кратере Батагайка находят мумию жеребенка вымершей ленской лошади – Equus lenensis. Ему всего 2 недели от роду. Рыжая шерсть, копыта, грива, даже длинные ресницы – все на месте. Радиоуглеродный анализ показал возраст – 42 170 лет. Он бегал по Якутии, когда в Европе еще жили неандертальцы. Настоящая сенсация случилась в лаборатории. Когда хирург надрезал сердечную мышцу жеребенка, из нее потекла кровь. Темная, густая, но жидкая кровь возрастом 42 тысячи лет. Жеребенок утонул в жидкой глине, которая мгновенно замерзла, создав вакуум. В кишечнике нашли остатки материнского молока. Ткани были настолько свежими, что начались серьезные разговоры о клонировании. Совместная российско-корейская группа ученых заявила о поиске живой клетки с неповрежденным ядром ДНК. Если они найдут ее, то смогут поместить ядро в яйцеклетку современной лошади. И через 11 месяцев на свет появится живой призрак плейстоцена. Вслед за лошадью мерзлота начала отдавать хищников. На берегу реки Семюлях нашли 2 пещерных львят – Матем, Спартака и Бориса. Пещерные львы были грозой ледникового периода, на 20% крупнее современных. Найденные львята – идеальные мумии. Усы, вибрисы, каждый золотистый волосок на месте, мягкие подушечки лап, острые как бритва когти. Внутренние органы не повреждены, просто обезвожены. Генетика показала, что пещерные львы – отдельный вид, разделившийся с современными около 500 тысяч лет назад. Но работа с этими находками требует высшей степени защиты. На шерсти этих милых котят могут сидеть бактерии, убивавшие мамонтов и готовые попробовать на вкус человека 21 века. Пока в Якутии ищут гигантов фауны, в Марселе профессор Жан-Мишель Клавери охотится за невидимыми убийцами. Он изучает пробы грунта из мерзлоты с глубины 30 метров. В 2014 году он совершил открытие, напугавшее мир. Из образца возрастом 30 тысяч лет он выделил питховирус сибирикум. Это гигантский вирус, Годзилла мира микробов. Его видно в обычный школьный микроскоп. Когда Клавери поместил этот размороженный вирус к современным амебам, вирус проснулся и атаковал. Он проник внутрь, превратил амебу в фабрику по производству своих копий и разорвал ее. Спустя 300 веков вирус сохранил способность убивать. К счастью, питовирус опасен только для амеб. Но Клавери предупреждает, нет причин, почему не могут выжить вирусы, опасные для человека. Например, оспа или неизвестные патогены неандертальцев. Если бурение скважин вскроет древний могильник, мы можем столкнуться с болезнями, от которых у нас нет защиты. Если вирусы нас пугают, то следующее открытие ставит под сомнение само понятие смерти. В 2018 году ученые разморозили почву из дупла древнего суслика. В ней нашли нематод, микроскопических червей. Когда лед растаял, черви начали шевелиться и есть. Они пробыли в мерзлоте 46 тысяч лет. Но биологическая угроза — лишь половина беды. Есть угроза химическая, способная изменить климат быстрее любых заводов.
Мерзлота – это гигантский склад углерода. Когда лед тает, просыпаются бактерии-метаногены. Они пожирают размороженную органику и выделяют метан. Метан – парниковый газ, в 80 раз мощнее углекислого газа. На Ямале и Таймыре уже происходят взрывы. Газ скапливается под землей, образуя бугры пучения. Когда давление становится критическим, бугор взрывается, оставляя кратер глубиной 50 метров. Столбы газа вырываются наружу, как при артобстреле. Это механизм положительной обратной связи. Теплее климат стрелка вправо тает, мерзлота стрелка вправо выделяется метан, стрелка вправо становится еще теплее. Ученые называют это метановым ружьем. Если оно выстрелит в полную силу, Парижское соглашение станет бесполезной бумажкой. Температура на планете может подскочить на 4 градуса, превратив плодородные земли в пустыни. Вернемся к находкам. В 2018 году недалеко от Якутска нашли щенка возрастом 18 тысяч лет. Его назвали Дагор, друг. Он идеально сохранился. Бархатистый нос, молочные зубы. Генетический анализ показал странное. Даже имея полную карту генов, ученые не поняли, кто это – волк или собака. Дагор находится ровно посередине эволюционного моста. Возможно, это один из первых псов, прирученных человеком. В его желудке нашли кусок мяса шерстистого носорога. А в районе Абайского улуса нашли нечто достойное фильма ужасов – огромную отрубленную голову волка. Ей 40 тысяч лет. Размеры шокируют. Голова в 1,5 раза больше, чем у современного волка, 40 сантиметров в длину. Мозг сохранился, клыки целы. Почему только голова? Ритуал древних охотников? Трофей? Или тело съели другие хищники? Генетика показала, что это отдельная вымершая ветвь гигантских волков, охотившихся на мамонтов. То, что происходит сейчас в Сибири, величайший научный эксперимент и одновременно русская рулетка. Кратер Батагайка – термометр планеты, показывающий жаркую лихорадку. Мы читаем ДНК вымерших миров, видим эволюцию в действии. Но цена этих знаний может быть слишком высока. Мы ходим по минному полю. Под нашими ногами спят силы, однажды уже правившие планетой. Бактерии, вирусы, газы. Сибирь тает, и врата в ад, открывшись, уже не закроются сами. Вопрос не в том, найдем ли мы там новую чуму. Вопрос в том, когда это случится и успеем ли мы подготовиться. История Земли размораживается, и ее финал нам еще предстоит прочитать. Спасибо всем, кто досмотрел. Ваша поддержка важна для нас. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые открытия.